Привет, друзья! Миран на связи. Прошел первый квартал 2013-го. Конечно же, за это время мировая аудиотека пополнилась новыми дисками, о которых мы можем поговорить. И прежде всего, приток свежих релизов мы ощущаем с запада, из Германии и Финляндии. Музыкальный саппорт вековых традиций сегодня на Metal Music Madness. Уже знакомая всем любителям тяжелой музыки смесь металла и фолка пришла к нам в марте из Германии. Ничего сверхнового, народные мелодии в жестких аранжировках, приправленные текстами на тему язычества и скандинавской мифологии. Но подпись на Noise Art Records обязывает нас познакомиться с релизом, ведь они в прошлом году порадовали нас альбомами Varg и Trollfest. Так что доверимся мнению молодого, но прошаренного австрийского лейбла и посмотрим, чем нас может удивить новый альбом немецкой команды Wolfchant. Ну, откровенно говоря, удивить этот альбом не может. Моменты новаторства в материале отсутствуют чуть менее чем полностью. Складывается ощущение, что Wolfchant изготовили ГОСТ на свою музыку, следуя которому они уже почти 10 лет строго по альбому раз в 2 года штампуют свои композиции. И за все это время материал претерпевает лишь незначительные изменения, появляется все больше чистого вокала и улучшается качество записи. Так и с альбомом 2013 года Embraced by Fire. Ничего необычного. Кроме того, что это, двухдисковое издание. И это, надо сказать, не самый лучший ход. Вторую половину этого релиза можно было смело издавать через 2 года под другим названием. Никто бы не заметил подвоха. Но все же в этом однообразии есть и свои плюсы. Wolfchant на 5 проработали свое направление. Хоры, народные инструменты, красивейшие акустические композиции. Embraced by Fire сделан профессионалами, с душой и действительно качественно. Вот уж действительно, постоянство – признак мастерства. С завидной раннингвайлдовской стабильностью Wolfchant, скорее всего, через пару лет выпустит очередную эпичную пластинку, так что в этом плане фанаты вряд ли будут ждать от них чего-то экстраординарного. Но вот со следующим релизом дело обстоит иначе. 3 года ожидания нового альбома группы, которая к тому же и не дает живых выступлений. Это действительно долго. Но они того стоили. В марте 2013-го свет увидел 4-й полноформатник финской группы October Falls – A Plague of a Coming Age. Вот тут для начала стоит рассказать, что же представляет собой October Falls. Изначально это был исключительно сольный проект Микка Лехта, который полностью держал на своих плечах ответственность за все партии на первых релизах. А с 2007 года Микка стал работать в тандеме с Сами Хинко, басистом Энсифером, и барабанщиком Мусору Марко Тарбонаном. И если в начале пути October Falls представлял собой спокойный и размеренный фолк-эмбиент, то после обновления состава коллектив начал творить в совершенно новом жанре – меланхолик блэк метал. Тогда же дуализм стал отличительной чертой проекта. 2 разных логотипа для жесткого и акустического материала.
Но непосредственно альбом A Plague of a Coming Age стал квинтэссенцией творчества коллектива. Это крайне атмосферный, тяжелый, не без акустических краплений альбом, в котором нашлось место даже проникновенному чистому вокалу Мика. И если композиции Wolfchant подойдут для бодрого вышагивания по улице с поднятой головой, то материал последнего альбома October Falls, по словам автора, это музыка для долгого и безнадежного пути по лесу. Несмотря на то, что последние релизы October Falls своим звучанием напоминают смесь опыт и кататонии, господин Лехта не перестает развивать и акустическую сторону проекта, так что в будущем Мика еще заставит нас погрузиться в чарующую атмосферу финского фолк-эмбиента. Ну а еще март 2013 подарил нам нечто грандиозное, то, чего ждали практически все любители финского металла. Ведь после ставшего привычным трехлетнего затишья новым полноформатником под названием Bloodswept разродилась группа Finntroll. Ну, этих ребят можно и не представлять. Все хоть как-то дослышали о них. Finntroll является одной из ведущих финских метал-команд. До марта сего года в копилке этих бравых ребят было 5 полноформатников, каждый из которых горячо любим фанатами за свою оригинальность и индивидуальность. И последнее их творение, Bloodswept, не осталось в стороне. Сплоченный коллектив Finntroll в своем новом альбоме выдал 11 потрясающих заводных треков. Такие мощные композиции не жалко и 3 года ждать. Над лирикой этого альбома, как и над всеми предыдущими, работал бывший вокалист Finntroll Ян Ямсон по прозвищу Катла. Именно он на заре коллектива и решил, что шведский язык больше подходит к такой музыке. Вообще, респект этому мужику. С 2002 года он не может петь из-за опухоли в горле, но и по сей день продолжает писать тексты для своей родной команды. Что мы имеем в итоге? Прямо-таки щедрый на околофолковые релизы март. Тут у нас прямолинейный Wolfchant, меланхоличный October Falls и грандиозный Finntroll. А между делом... Не, ребят, у нас пока нет победителя. Так что срочно палим конкурс в прошлом выпуске и угадываем клип. Дела такие. Мы показываем вам скриншот клипа некой группы, вы угадываете, что это за клип, мы высылаем вам диск этой команды. Все просто. Ну а песня, которая играет, пока мы показываем скриншот, никак не относится к искомому клипу. Так что пробуем свои силы и угадываем следующий клип. Ну а если вы сами играете в группе и хотите представить свой материал на всеобщее обозрение, пишите нам на почту или в личку ВКонтакте, на Фейсбуке, где угодно. Все ссылки есть в описании. И конечно же ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте о нас своим друзьям. С вами был Миран. До связи.